Смарт-часы со стильным дизайном, экраном на 1,53 дюйма, удобным управлением, мониторингом состояния здоровья, поддержкой 127 видов тренировок, поддержкой функции Bluetooth вызовов, ко всему 150 циферблатов на выбор, вращающаяся коронка для перемещения по системе и 7 дней автономной работы на одном заряде аккумулятора, к слову. Обо всем этом нам обещает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Halo Solar Neo. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной упаковке для смарт-часов от Halo. Мы таких не один десяток видели. Напоминаю, что на канале море просто обзоров на смарт-часы. Но выполнена она из простых материалов. На ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, краткое руководство и зарядное устройство с пинами. Вес и габариты вы можете наблюдать на экране, все в пределах нормы. Розыгрыши моря, читаем в описании, какие сейчас актуальны, постоянные, это всегда я разыгрываю по одному смартфону ежемесячно Poco X6 Pro. Актуально только для YouTube. Для этого вам необходимо подписаться на YouTube канал этот с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически будете в розыгрыше. Если победите, я вам обязательно напишу и пошлю смарт. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, потому что на распродажах самые вкусные цены, как раз Poco X6 Pro бывает там по 19 с копейками, иногда 20. Заодно и поможете каналу. Перейдем же к смарт-часам. Halo Solar Neo поставляется в черной и серой расцветке корпуса. Большая часть корпуса выполнена из матового пластика, а безель металлический. Ремешок силиконовый быстросъемный, качество самих смарт-часов, как и ремешка, в целом неплохое. Что касается дизайна смарт-часов, то выглядят они привлекательно, но ничего необычного, просто спортивные смарт-часы. Крепление ремешка стандартное, застежка классическая, выполнена из металла. Во время носки запястье под ремешком слегка потеет, но ремешок не натирает. Сами смарт-часы при носке практически не ощущаются, за что плюс. Далее на корпусе смарт-часов расположили динамик, микрофон, магнитную область с контактами для зарядки и датчики мониторинга здоровья. На правом торце находятся две механические кнопки, верхняя кнопка колесика отвечает за переход в меню, возврат, включение-выключение устройства, а также за экстренный вызов. Функция прокрутки реализована по системе трещотки. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам. Кнопки не имеют люфт, ход кнопок хороший, но другие команды повесить на нажатие нет возможности. Летим дальше. Оснащены смарт-часы TFT HD экраном на 1,53 дюйма с разрешением 360 на 360 пикселей. Экран плоский, рамки незаметные из-за безеля, плюс экран слегка утоплен. Скроллинг не совсем плавный, перемещаться по интерфейсу возможно, но не сказал бы, что прям удобно. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт читабельный, но перевод некорректный и вряд ли будет суперкорректным. Яркость регулируется ползунком, автоматической регулировки яркости на борту нет. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, но разглядеть что-то да можно. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд, а функция для включения экрана поднятием запястья срабатывает с заметной задержкой и не всегда стабильно. Тапом включить экран нельзя, как и нельзя выключить его, накрыв ладонью. Грубо говоря, все просто и вспомогательных функций практически нету. Далее, с главного экрана по свайпам. Сверху вниз панель быстрого доступа, в которой можно найти регулировку яркости, включение различных режимов, фонарик, поиск смарта, переход к настройкам и не только. Свайп снизу вверх — уведомления. Слева направо и наоборот — это виджеты. Сортировать меню и возможность нет, за что минус. Но есть виджет, который можно настроить под себя. Выглядит он как панель быстрого доступа к приложениям. В меню из интересного мы имеем настройки, уведомления, калькулятор, дыхательные тренировки, измерение уровня стресса. Также смарт-часы могут измерять пульс и SPO2. Все эти показатели можно измерять как вручную, так и в автоматическом режиме. Мониторинг сна также на борту. Сон мониторят смарт-часы неплохо, но фиксация времени отхода ко сну и пробуждения имеет небольшое отклонение, как и в версии Solar Plus. Пульс и SPO2 у воздуха смарт-часы не считывают, в отличие от стареньких Mi Band'ов, что уже хорошо, но на руке результаты измерений не всегда верны, и это неудивительно, учитывая стоимость. Опираться на полученные результаты вследствие измерений данными часами я бы сильно не стал. Графики измерений на смарт-часах отображаются, и настроить мониторинг можно только через фирменное приложение, но не через смарт-часы. Возвращаемся к меню. В нем также есть телефон с набором номера, недавними звонками и избранными контактами, которые можно добавить через приложение. Далее можно заметить погоду, активность, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне, секундомер и таймер. Но в фоне может работать только таймер, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, записи тренировок и сами тренировки. На борту достаточно различных видов тренировок, их около 127 видов. Настроек для тренировок по минимуму, автоматическое распознавание активности отсутствует, как и нет встроенной GPS
без навигации. Но есть различные напоминания, которые настраиваются через приложение. Тренировка не может работать в фоновом режиме, но во время тренировки можно пользоваться плеером. Последнее, что есть в меню, это музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить что-либо на смарт-часы нельзя, а также Bluetooth-кнопка для фотосъемки. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3. Подключить внешние Bluetooth-устройства возможности, разумеется, нет, как и подключать смарт-часы к Wi-Fi, которого тоже нет. Встроенного NFC-модуля не завезли, возможно, это даже плюс. Смарт-часы имеют функцию Bluetooth-вызовов, звонить со смарт-часов можно, но микрофон отрабатывает не лучшим образом. Плюс динамик громкий, но качество звука далеко не идеал. Уведомления приходят практически моментально, иконки отображаются, при этом отвечать на уведомления возможности нет. Далее, емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 55 минут в среднем, время автономной работы в стандартном сценарии использования, по моим тестам, 7 суток. Результаты в целом, учитывая характеристики, неплохие. Далее, водонепроницаемость IP68, я протестировал их на водонепроницаемость, окунув в воду, мой экземпляр остался жив. Не советую ходить со смарт-часами в баню, купаться в горячей воде или купаться в соленой воде. Любые перепады температур для электроники плохо, особенно сильные, какая бы она крутая ни была. Летим дальше. Halo Solar Neo работает в паре с приложением Hello Fun. Приложение переведено на русский, на первой вкладке в приложении отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, третья вкладка — это подключенное устройство с профилем. На главной странице с часами мы видим заряд в процентах, магазин с циферблатами, которых не особо много. Установить любую фотографию на заставку можно. Помимо перечисленного, также есть возможность настроить мониторинг здоровья, воспользоваться стандартными настройками смарт-часов и обновить прошивку. И мне обновления уже прилетали. Минусы: нет возможности переназначить команды на кнопки, некорректный мониторинг здоровья, нет GPS, плохой перевод, слегка подтормаживает ПО и нет заготовок для ответов. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто хочет помочь проекту, просто подпишитесь на ТГ скидок. И вам выгодно, и мне полезно. Резюмирую. Halo Solar Neo — обыкновенные смарт-часы без каких-либо особых плюсов. Перед остальными смарт-часами в этой ценовой категории просто хорошие смарт-часы с обыкновенным стандартным программным обеспечением, без дополнений и суперской автономной работой. При этом отмечу, что модель Halo Solar Plus с AMOLED-экраном и по стоимости практически такой же является фактически копией этой штуки. Учитывая стоимость, от меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.